Германия закрывает небо над Украиной и инициирует программу глубоких ударов по России. Заявление для Путина из Берлина. Атака по Госдуме РФ и зданию ФСБ. Ответ за прилет по правительственному кварталу Киева. Кто заявил о возможном обстреле и чем он будет нанесен? Кому война, а кому мать родна? В России началась проверка известного Z-блогера. Причина – возможный распил гуманитарной помощи для фронта. Речь о десятках миллионов рублей. Что заявляет Алехин и какого наказания требуют для него коллеги? Под выстрелом и команды ползком по лесу. Резонансное видео обсуждают в Украине. Правда ли, что мобилизованные находятся под прицелом? Официальное заявление. Новая должность экс-министра иностранных дел Германии Анналена Бербак, председатель Генассамблеи ООН. Россия заявляет, к власти пришла внучка нациста. Детали скандала. Масштабный удар. Сотни дронов в небе. Авиация НАТО поднята по тревоге на восточном фланге. Мониторинговые каналы заявляют о рекордном за время войны налете дронов на Польшу. Детали. Литва и Польша направляют свои силы к границам Беларуси 2 дня до начала масштабных учений. В Минске напоминают об орешнике. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Зеленский требует возмездия. В Киеве ожидают, что мировое сообщество нанесет удар по России. Опять же, Киев требует экономический и санкционный удар. Призыв продемонстрировать Путину сильную реакцию со стороны глобальных игроков появился после того, как в селе Яровая Донецкой области накануне погибло практически 30 человек. В основном это пенсионеры, которые стояли в очереди за своей пенсией. Деньги выдавали из передвижного мобильного пункта выдачи Укрпочты. Так как этот населенный пункт находится лишь в 8 километрах от линии фронта, и многие учреждения там не функционируют в нормальном режиме. Как утверждается, удар был нанесен авиабомбой. Без новых санкций не будет прогрессу у дипломатии та у всех. Без новых санкций не будет прогресса ни в дипломатии, ни в любых попытках закончить войну. И время играет ключевую роль. Слишком долго уже не усиливается давление на Россию, которое ударило бы ощутимо и без задержек именно по российской военной машине. По тем отраслям и сферам, которые питают агрессию. Отложенные эффекты для экономики не работают. Россияне постоянно доказывают это новыми ударами. Отмечу, что Россия официально не комментировала события в Яровой, но буквально перед этим ударом это село Яровая появлялось в сводках российского Минобороны. Там сообщали об ударе по этому населенному пункту. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Шаповка Харьковской области, Яровая и Ямполь Донецкой Народной Республики. При этом небо Украины может оказаться решетом из-за удара Пентагона. Действия Министерства войны США привели к замедлению поставок именно в тот момент, когда Россия делает ставку на воздушные атаки. Об этом заявляют западные и украинские чиновники в интервью Financial Times. Речь, в частности, идет о дефиците ПВО. Чиновники и аналитики предупреждают, что если Москва продолжит наращивать удары или хотя бы сохранит нынешний высокий темп атак ракетами и дронами, украинские подразделения ПВО окажутся перед нехваткой боеприпасов. Это вопрос времени, когда боеприпасы закончатся, сказал источник, знакомый с процессом поставок американских средств ПВО Украине. Проблему уже официально признал министр обороны Украины Шмыгаль. Накануне он заявил, что Киеву нужны дополнительные 10 систем ЗРК «Патриот», ракеты, а также другие средства ПВО. На заявление украинской стороны уже отреагировала Германия. Министр обороны Писториус заявил, что Берлин находится в процессе поставки Украине 2 полных систем противовоздушной обороны «Патриот». Кроме того, немцы дадут украинцам деньги для создания дальнобойного оружия, в частности БПЛА, которые после будут бить по объектам на территории России. Заявление фактически адресовали Путину. Германия инициирует новую программу глубоких ударов и увеличит поддержку в закупке дальнобойных дронов для оборонной промышленности Украины. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро. Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов украинского производства.
Однако в ночь на 10 сентября Россия нанесла дальнобойный удар по Украине, и, как заявляют мониторинговые каналы, не только по Украине. Впервые с 2022 года, согласно данным аналитиков, которые в режиме реального времени отслеживают направление полетов беспилотников и ракет, около 5 ударных БПЛА пересекли воздушное пространство Польши. В странах НАТО по тревоге была поднята авиация, в том числе F-35. За полночь оперативное командование Вооруженных сил Польши сделало официальное заявление. Авиация поднята по тревоге. В целях обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий Вооруженных сил запустил все необходимые процедуры. В нашем воздушном пространстве действуют польские союзнические воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности. Польский аэропорт Джешов, который находится недалеко от границы с Украиной, куда последние несколько лет прибывает военная помощь для ВСУ, в экстренном порядке был закрыт из-за военной активности. Сообщалось о работе ПВО, уничтожении части целей, однако на момент записи выпуска это лишь информация, которую публиковали мониторинговые каналы. Отмечу, что взрывы звучали также по всей Украине. Беспилотники долетели до Львова, Луцка, Ровно, Винницы, Киева и не только. О последствиях детальнее будет написано в прикрепленном комментарии к этому видео. Украина при этом может нанести дальнобойный удар по Москве, в том числе по стратегическим объектам России. При этом беспилотниками вряд ли дотянется до них, БПЛА могут быть сбиты системой ПВО, а вот крылатыми ракетами, в частности заявленной и недавно выпущенной ракетой «Фламинго», вполне. Удар по Госдуме РФ или ФСБ может быть реальностью уже в ближайшее время. Такое мнение, вспоминая об ударе по украинскому кабинету министров, озвучил военный эксперт Юрий Федоров, признанный в России иноагентом. Беспилотники легко сбивать, их в основном сбивают в Москве, когда они подлетают к Москве, там очень серьезное ПВО. А вот сбить крылатые ракеты, «Фламинго», там есть и другие возможные ракеты, вот это гораздо труднее. И поэтому я не исключаю того, что где-то через какое-то время эти самые «Фламинго» атакуют. Но я не знаю, что здание Государственной Думы, Совета Федерации, упаси Боже, администрации президента, или, например, здание ФСБ на Лубянке. Все же может быть. Ну и вот вполне возможно, что этот удар по Кабмину, это был некий сигнал того, что господа в Киеве, не поддавайтесь искушению разрушить наше родное ФСБ. Здание ФСБ, естественно. Может ли такой удар стать реальностью? Как вы считаете? Напишите свое мнение, как всегда, в комментариях под этим видео. Если не затруднит, оставьте лайк, подпишитесь, а я продолжаю. 2 дня до масштабных учений Россия и Беларусь берутся за Орешник. Во время совместных военных маневров «Запад-2025» на территории Беларуси будет отработано планирование применения ядерного оружия и комплекса «Орешник». Об этом ранее заявляла Минобороны Беларуси. Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим. Соседи Беларуси, Литва и Польша из-за этих событий заявляют о повышенной боевой готовности. Литва уже решила отправить к границам военных, как заявляется, для еще более активного контроля кордона, патрулирования и других мер охраны, чтобы выявлять возможные нарушения границы и провокации, говорится в официальном заявлении Службы охраны государственной границы. Также отмечается, что в процессе они будут тесно сотрудничать с другими национальными и международными партнерами. Запланированные учения «Запад-2025», которые пройдут в западной части России и Беларуси, вызвали обеспокоенность в сфере безопасности у соседних государств, членов НАТО, Польши, Литвы и Латвии, передает Рейтер. Польша же накануне заявила, что вообще закрывает всю границу с Беларусью на время учений. В то же время Европейская комиссия готова направить Польше практически 44 миллиарда евро в рамках программы оборонных кредитов SAFE. Это почти треть всего ее бюджета. Заявки на получение этих средств подавали 19 государств. Мы хотим, чтобы средства из этого фонда усилили ключевые возможности польской армии, противовоздушную и противоракетную оборону,
артиллерийские системы, закупку боеприпасов, дронов и антидроновых систем. Это также будет поддержка стратегических возможностей, защита критической инфраструктуры, военной мобильности и киберпространства. Напомню, при этом в Беларуси заявляли, что учения «Запад» собираются проводить далеко от границ НАТО, чтобы показать, что нападать ни на кого не собираются. В НАТО, в свою очередь, давали понять, что дадут адекватный ответ, если все-таки будет совершена провокация. В Минске же уверяли, что пригласили в Беларусь наблюдателей из 56 стран, в том числе и из стран-членов Североатлантического альянса. В Украине обсуждают видео, которое завирусилось в соцсетях. На кадрах, которые сняты, как утверждается, в Черниговской области, мужчины. Одеты они в обычную гражданскую одежду, ползут по земле под выстрелы и команды «повзем», то есть «ползем». При этом в кадре появляются военные в форме ВСУ, увешанные флагами Украины. В телеграм-каналах пишут, что именно так проходят первые дни в учебном центре для мобилизованных. В Украинском центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины уверяют, видео не было снято в Черниговской области. Его сделали на территориях подконтрольной России, и это не учебные украинские центры. Ролик назвали фейком. Проверив информацию в силах обороны Украины, Центр сообщает, что это видео постановочное, снятое на временно оккупированных территориях. Для ролика привлекли украиноязычное население, чтобы придать ему большую правдоподобность. Подобный контент является элементом информационно-психологических операций России, направленных на дискредитацию мобилизационного процесса. Напомню, в Украине сейчас обсуждают проблему самовольного оставления части. Таких людей называют СЗЧшниками. Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова заявила, что бегут сейчас военные не с фронта, а из учебных центров перед отправкой на линию фронта. В обществе почему-то бытует мнение, что наибольшее количество СЗЧ – это военнослужащие, уставшие от службы, которые служат с 2022 года или раньше. Это неправда. Абсолютное большинство так называемых СЗЧшников убегает из учебных центров или во время перевода из учебного центра в воинскую часть. Или в случаях, когда они узнают, что их часть отправляется в зону боевых действий. Таких военнослужащих – подавляющее большинство. И они фактически, даже не участвуя в боях и не прослужив несколько месяцев, уклоняются от службы. Кому война, а кому мать родна? В России силовики проверяют известного Z-блогера Романа Алехина из-за возможного мошенничества. В сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает возможную схему заработка на гуманитарной помощи. В частности, бизнесмен предлагает Алехину перевести 200 миллионов рублей в его фонд. Тот должен закупить у этого же предпринимателя медикаменты на 150 миллионов рублей для фронта. Таким образом, деньги возвращаются вновь в карман бизнесмена, а Z-блогер оставляет себе в качестве комиссии 50 миллионов рублей. Ко всему, фактический объем лекарств при поставке будет занижен. Алехин переживает за то, чтобы схема была чистой и к нему не пришли после войны и не задавали лишних вопросов. Вот фрагмент из практически 7-минутного видео. Сейчас мне подумать, денечек-два, и мне найти механизм, просто я понимаю, то есть если мы хотим это сделать, то есть это небольшая, то есть 10% это небольшая, но нам нужно сделать, чтобы он был реально идеально чистым. Я работал в БЭП, то есть я чуть-чуть понимаю. Говорю, надо сделать документы так, чтобы не было никаких вообще ни ко мне претензий, ни к вам. Мы будем работать, как будто нету никаких схем. Сам Алехин не отрицает, что на видео он говорит, что стал жертвой провокации. Коллеги же по цеху, военкоры и Z-блогеры пишут сообщения о предательстве со стороны Алехина и считают, что его необходимо отправить в тюрьму, если есть все доказательства распила гуманитарной помощи. Ну что ж, Роман, подставил ты все волонтерское движение своим видео. И нас лично. Обсуждал ли ты это с целью сдать автора схемы в полицию? Или на самом деле допустил, что можно приступить закон ради помощи фронту или личной наживы, неважно. Сам факт такого обсуждения тобой этой темы с кем бы то ни было и допущения даже в диалоге под любым соусом этого, это уже значит подвести тему волонтеров фронта. Думаешь, к остальным военблогерам не подходили? Подходили и были жестко посланы при первых намеках. Кроме того, звучат мнения, что теперь россияне прекратят донатить на армию, понимая, что их деньги пойдут не на фронт, а улетят в карманы таким, как Алехин. Надеюсь, что один человек не может бросить тень на все волонтерское и гуманитарное сообщество, которое 3,5 года добровольно тянет на себе этот груз в первую очередь ответственности.
Я, все-таки, за эти годы встречал по большей части искренних и порядочных людей в этой большой семье. А в ней, как говорят, не без урода. Друзья, ваш взгляд интересен и сейчас. Распил денег, схемы во время войны. Очевидно, тема не новая, и ею пользуются представители воюющих сторон, в том числе и повыше рангом. Как-то вы писали мне в комментариях, что остановить этот беспредел поможет только опыт Китая в борьбе с коррупционерами. Как считаете, станет ли это когда-нибудь реальностью в наших странах? Напишите по этому поводу комментарий под этим видео. Новая должность экс-министра иностранных дел Германии Анналена Бербак официально возглавила Генассамблею ООН. Теперь она будет руководить заседаниями, формировать процедуры и повестку, включая общие дебаты, которые начнутся в конце сентября. Во время присяги она сделала такое заявление. Я торжественно заявляю, что буду добросовестно исполнять свои обязанности и осуществлять возложенные на меня как на президента Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций задачи со всей преданностью, осторожностью и добросовестностью, и что я буду выполнять эти обязанности и вести себя исключительно в интересах Организации Объединенных Наций, в соответствии с Уставом ООН и Кодексом этики президента Генеральной Ассамблеи, не запрашивая и не принимая указаний от какого-либо правительства или другого источника вне организации относительно исполнения моих обязанностей. Назначением недовольны в МИД России, там Анналену Бербак назвали внучкой нациста и антисимволом. Внучка нациста, и мы не знаем, в каких семьях мы рождаемся. Но немцы либо каются за содеянное их дедами и прадедами, либо гордятся, как в ее случае. Она сама рассказывала журналистам о том, как ее якобы геройский дед сражался в Калининграде, хотя известно, на чьей стороне он был, на стороне Третьего Рейха. Позор! Напомню, в прошлом году в Германии вспыхнул скандал вокруг деда Анналены Бербак Вальдемара Бербака. Немецкие СМИ писали, что он был офицером вермахта, а в его характеристике были такие слова, далее цитата: «Безусловный национал-социалист полностью стоит на позициях национал-социализма». Сама Бербак говорила, что о нацистских взглядах деда ей ничего не было известно. Кроме того, как установили журналисты, она никогда публично не заявляла о том, что гордится прошлым своего деда. Друзья, спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.